Пока одни говорят, что криптовалюта — это пузырь, другие меняют свою жизнь благодаря одному смелому решению. Студент забывает о $27 и через 4 года обнаруживает в криптокошельке семизначную цифру. Безработные братья вкладывают последние деньги в мемкоин и просыпаются миллионерами. Музыкальный продюсер из трущоб берет кредиты на 250 тысяч и зарабатывает 3 миллиона за 69 дней. Это не сценарии голливудских фильмов. Это реальные истории людей, которые рискнули и выиграли. Вы на Крипто.ру, канале независимого информационного портала о крипте для русскоязычной аудитории по всему миру. Сегодня мы разберем 5 случаев, когда обычные люди превратились в миллионеров благодаря криптоинвестициям. Здесь мы также учим простым языком разбираться в крипте. История первая. 2009 год. Норвежский студент Кристофер Кох пишет диссертацию о шифровании данных. Для полноты исследования он решает разобраться в новой технологии под названием биткоин, цифровой валюте, о которой еще почти никто не слышал. Из чистого любопытства Кристофер покупает 5000 биткоинов, потратил на это 150 норвежских крон, примерно $27 по тогдашнему курсу. Защитил диссертацию, закрыл тему и полностью забыл о своей покупке. Прошло 4 года. 2013. Биткоин начинает активно мелькать в новостях, цена растет. СМИ трубят о цифровом золоте. Кристофер вспоминает о своем студенческом эксперименте. Проблема одна – он понятия не имеет, где пароль от кошелька. Несколько дней он перелопачивает старые файлы на жестких дисках, роется в архивах почты и находит. К этому моменту биткоин торгуется по $177 за монету. Простая арифметика. 5000 монет умножить на $177 равно $885 тысяч. $27 превратились почти в миллион за 4 года полного бездействия. Кристофер продает 1000 биткоинов и покупает квартиру в престижном районе Осло. По его собственным словам, он даже не подбирал недвижимость, просто хотел убедиться, что деньги реальные. А остальные 4000 монет он оставляет на хранении. Сегодня по текущей цене биткоина оставшиеся монеты стоят более $200 миллионов. История Кристофера – наглядный пример того, что иногда лучшая стратегия инвестирования – это просто забыть о своих активах. А где хранить свои активы надежнее всего, вы узнаете в другом нашем видео, которое смотрите следующим. История вторая. Калифорния, 2010 год. Инженер-программист, который называет себя просто Мистер Смит, читает про биткоин на техническом форуме. Идея децентрализованной валюты кажется ему технически изящной, но коммерческие перспективы туманны. Тем не менее, он решает вложить $3000, деньги, которые не жалко потерять. По курсу 15 центов за монету он получает около 20 тысяч биткоинов. Для разработчика это скорее эксперимент с интересной технологией, чем инвестиция. 2011 год. Биткоин впервые пробивает отметку в $1. Портфель Смита стоит уже 20 тысяч. Он не продает. 2013 год. Цена подскакивает до $200. Его 3000 превратились в 4 миллиона. Вот здесь Смит принимает решение. Он продает четверть своих монет, получает $1 миллион чистыми, пишет заявление об увольнении и исчезает из Кремниевой долины. Никаких пресс-конференций, никакого хвастовства в соцсетях. Forbes позже подтверждает его историю. Но до сих пор личность Смита остается тайной. Известно только, что он купил яхту, отправился в кругосветное путешествие и продолжает держать большую часть своих биткоинов. В 2017 году, когда издание брало у него интервью, оставшиеся монеты стоили уже более $25 миллионов. Сегодня, если он не продавал, речь идет о миллиарде. Мистер Смит до сих пор анонимен. Он сознательно отказался от славы и публичности, выбрав свободу и приватность. Возможно, это самое мудрое решение в его инвестиционной карьере. История третья. Лос-Анджелес. Начало 2021 года. Глаубер Кантесота, 33-летний музыкальный продюсер бразильского происхождения. Зарплата около $36 тысяч в год. Живет скромно, снимает жилье, копит понемногу. Февраль 2021. Илон Маск начинает активно твитить про Dogecoin, криптовалюту, которая изначально создавалась как шутка, с логотипом собаки породы Шиба Ину. Dogecoin — это криптовалюта людей, пишет Маск. Твиты становятся вирусными, цена монеты
акций растет. Глаубер принимает решения, которые большинство финансовых консультантов назвали бы безумием. Он вкладывает абсолютно все свои сбережения в Dogecoin. Более того, продает акции Tesla и Uber из своего портфеля. Этого мало. Берет кредит по маржинальному счету. Итого, около 250 тысяч долларов уходит в мемкоин с собачкой. Друзья считают его сумасшедшим. Родители умоляют одуматься. Глаубер не преклонен. Он верит в силу мемов и влияние Маска. Проходит всего 69 дней. Dogecoin взлетает с 4,5 центов до 72 центов, рост в 16 раз. Портфель Глаубера превращается в 3 миллиона долларов. Он становится миллионером за 2 с небольшим месяца. The New York Times пишет о нем большую статью. Глаубер сам называет себя слам-додж-миллионером. Отсылка к фильму «Миллионер из трущоб». Но дальше начинается психологическая пытка. Май 2021-го. Dogecoin разворачивается и падает. Его миллионы начинают таять. К 2022-2023 годам портфель проседает до 200 тысяч долларов, а в самые тяжелые моменты даже ниже 50 тысяч. Глаубер не продает. Он публично обещает держать монеты и остаться верным Dogecoin. Создает сообщество в Reddit, становится символом движения HODL – держать криптовалюту несмотря на волатильность. И его упорство окупается. В конце 2024 года, после победы Трампа и хайпа вокруг Департамента повышения эффективности государственного управления DOJ, Dogecoin снова резко растет. К концу 2025 года Глаубер возвращает статус миллионера. Его Dogecoin снова стоит около 2 миллионов 200 тысяч долларов. Сейчас, на начало июня 2026 года, Глаубер Контесота по-прежнему остается верным своему главному активу – Dogecoin. Он держит более 5 миллионов монет. Точное количество он никогда публично не раскрывает полностью, но подтверждает, что основной объем все еще при нем. При текущей цене Dogecoin около 0,95 доллара, его Doge Holding оценивается примерно в 520 тысяч только по основной позиции. С учетом других мемкоинов, Пепе и прочих, в которые он активно инвестировал часть прибыли, общий портфель Глаубера, скорее всего, находится в диапазоне 900 тысяч долларов и более. Это значительно ниже пика в 3 миллиона в 2021 и даже уровня конца 2025, но все равно остается солидным состоянием для человека, который когда-то жил на скромную зарплату продюсера. Глаубер продолжает придерживаться стратегии HODL. Он не паникует из-за текущей коррекции рынка мемкоинов и регулярно делится мыслями в своих соцсетях, называя волатильность психологическим тестом для настоящих сторонников. Глаубер прошел уже несколько полных циклов и до сих пор верит, что истинный взлет Dogecoin еще впереди. Особенно на фоне развития всего нарратива вокруг мемов, Илона Маска и, возможно, регуляторных или политических катализаторов. История 4. Весна 2020 года. Братья Томми и Джеймс из пригорода Нью-Йорка занимаются видеосъемкой свадеб. Томми 38 лет, Джеймсу 42. Бизнес идет неплохо, пока не случается пандемия. Свадьбы отменяются одна за другой. Заказы тоже. Братья сидят дома, живут на стимулирующие выплаты от правительства. Деньги заканчиваются, перспективы туманные. Друг рассказывает им про новый токен Shiba Inu, еще один мемкоин с собакой, который позиционируется как убийца Dogecoin. Цена смехотворная – доли цента. Братья скептичны, но делать все равно нечего. Они собирают остатки сбережений. Томми вкладывает около 2000 долларов. Джеймс чуть больше. В общей сложности семья инвестирует примерно 7900 долларов, и это почти все их свободные деньги. Покупают в августе 2020-го. Цена на тот момент настолько низкая, что они получают миллиарды токенов. Спустя месяцы ничего не происходит. Братья почти забывают о покупке, сосредоточившись на поиске работы. К началу 2021 года бизнес потихоньку возвращается, люди снова женятся. И вот наступает апрель 2021-го. Криптовалютный рынок переживает бум. Dogecoin взлетает благодаря Маску. Shiba Inu, как более дешевая альтернатива, начинает расти вслед за ним. Томми проверяет баланс и не верит глазам. Портфель показывает шестизначную цифру. Он звонит брату. Они заходят в приложение вместе, обновляют. Цифра реальная. За несколько дней их вложения превращаются в 9 миллионов долларов. Братья продают часть токенов, фиксируя миллионы прибыли. Покупают дома, выплачивают долги родителям, инвестируют в профессиональное оборудование для видеопроизводства. В интервью CNN они признаются, никакой стратегии у них не было, просто удача и готовность рискнуть последними деньгами в момент, когда терять было нечего.
Их история – яркий пример того, как мемкоины могут менять жизнь. Но важно помнить, на каждого такого счастливчика приходится тысячи тех, кто потерял деньги в подобных активах. Томми и Джеймс оказались в нужное время, в нужном месте. История 5. Лондон, 2018 год. Джавед Кхан работает обычным трейдером и использует биткоин не для инвестиций, а как удобный инструмент для международных переводов. Это быстрее и дешевле банков. После каждой транзакции небольшие суммы остаются на кошельке. Джавед начинает замечать: эти остатки быстро растут в цене. Биткоин тогда торговался более $3000 за монету. Он решает развивать эту тему. Вкладывает только те деньги, которые может позволить себе потерять. Покупает на спадах, когда о биткоине почти не пишут СМИ. Его правило простое: когда никто не говорит о биткоине, это лучшее время для покупки. За 2 года портфель вырос кратно. В январе 2020 года Джавед фиксирует часть прибыли и приезжает в салон в Дубае, где уже к тому моменту жил. Наличными покупает Bentley Continental GT. После BBC взяла у него интервью. На вопрос, не боится ли он обвала рынка, Джавед ответил: «Я уже зафиксировал прибыль, машина стоит в гараже. Что бы дальше ни происходило с криптой, Bentley остается у меня». Сегодня Джавед продолжает работать с цифровыми активами, но уже более взвешенно. Его пример демонстрирует, что даже вход в 2018 году, когда казалось, что рост крипты уже невозможен, при дисциплине и своевременной фиксации прибыли, может полностью изменить жизнь. 5 историй, 5 совершенно разных людей. Студент, который просто забыл про свои монеты, программист, который поверил в технологию раньше других, музыкальный продюсер, рискнувший всем на мемкоине, безработные братья, вложившие последнее, трейдер, превративший торговлю в искусство. Что их объединяет? Все они приняли решение в момент, когда большинство считало криптовалюты чем-то странным, ненужным или опасным. Все рисковали деньгами, которые могли потерять, и все столкнулись с психологическим давлением, страхом упустить прибыль или потерять все. Но важно понимать, эти истории – исключения, а не правила. На каждого миллионера в крипте приходится 1000 людей, потерявших деньги. Волатильность съедает капиталы, мошенники обманывают новичков, проекты рушатся за ночь. Кристофер Хок забыл про биткоины на 4 года, но он мог также легко потерять пароль навсегда. Глаубер Контесота поймал волну доджкоина, но мог остаться с долгами, если бы цена обвалилась. Братья заработали на Шиба Ину, но это был чистой воды риск, граничащий с азартной игрой. Единственный универсальный урок из этих историй – инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять. Изучайте рынок, не принимайте решений под влиянием хайпа. И помните, удача любит подготовленных, но не гарантирует успеха никому. Криптовалютный рынок продолжает развиваться. Возможно, следующая история успеха пишется прямо сейчас. Кем-то, кто сегодня делает свой первый шаг в этот мир. Может быть, это вы? Ставьте лайки, если посмотрели видео с удовольствием, и делитесь им с друзьями. И обязательно смотрите другое видео на канале. Пассивный доход на криптовалюте. Реально ли зарабатывать? Пока!